Кофе – это стратегический продукт. Миллионы людей имеют настоящую зависимость от этого бодрящего напитка. Так почему бы на этом не заработать без риска и больших вложений? И лучший вариант – открыть собственную кофейню самообслуживания, не тратя безумные деньги на аренду и персонал. Мы расскажем про все плюсы, сложности и нюансы этого бизнеса. А в конце дадим вам реальные цифры, на которые можно ориентироваться, если вас заинтересовало это дело без вранья и прикрас. Бизнес на кофейнях с самообслуживанием представляет собой относительно простую, недорогую и достаточно понятную идею, преимущество которой заключается в низкой конкуренции на текущем этапе развития. Вы спросите, а в чем вообще отличие такого формата от классических вендинговых автоматов, которые и так заполонили любой торговый центр? Там и цены на кофе копеечные, и выбор напитков достаточно большой. Разница тут именно в целевой аудитории и самом вкусе кофе. Обычно вендинговый аппарат ассоциируется с низкосортными напитками, которые чаще всего представляют собой смесь порошков, а не нормальный зерновой кофе. Кофейная точка же предлагает более продвинутую модель, когда мы даем покупателю неплохой напиток за копеечную стоимость, а кофе сравнимый со средней оффлайн-кофейней. Добавьте сюда возможность использовать различные топпинги и сиропы на свой вкус и весьма демократичную цену, которая как раз попадает в интервал между вендингом и классическим оффлайн форматом. Человек экономит, но не ущемляет себя в удовольствии, а соответственно приходит еще и еще, подсаживая и своих знакомых на выгодную находку. Это очень круто работает в различных бизнес-центрах, где люди быстро пересаживаются с вендинг-аппарата на кофейню с самообслуживанием. Ведь этот формат дает ощущение творчества и позволяет человеку самому создавать свои уникальные рецепты, заставляя потом пробовать другие комбинации, делиться ими с коллегами. Да и сам кофе получается гораздо вкуснее, чем от бездушного вендинга по соседству. Но поверьте, это еще не все плюсы этого бизнеса. Открытие кофе-корнера обычно требует стартовых инвестиций, значительно более низких по сравнению с полноценным кафе или рестораном. Этот тип бизнеса выигрывает за счет небольших размеров и отсутствия необходимости тратиться на кухню, что в свою очередь снижает расходы на аренду, оборудование и персонал. Одним из ключевых преимуществ является легкость обслуживания, достигаемая при минимальном штате персонала. Нужен только человек, который будет следить за состоянием кофейного аппарата и поддерживать чистоту на стойках с добавками. Это делает управление бизнесом относительно простым. Благодаря эргономике и компактности оборудования владелец может легко контролировать процесс производства. Вы не рискуете большими потерями, если вдруг ошиблись с местом, ведь аренда пары квадратных метров копеечная даже в самом проходном месте. Вы сами можете управлять ценой и себестоимостью конечного продукта, брать, например, добавки по скидкам, убирать непопулярные позиции. Если видите, что ваши дела плохи, просто сворачивайте весь бизнес и переезжайте в другое место. Ну и, конечно, главный плюс – низкая стоимость входа. Вы покупаете только оборудование и стойку. Можно стартовать даже с 300 тысяч рублей, если брать бюджетные варианты. И не забывайте, что кофейное оборудование практически не теряет в цене, вы всегда сможете продать его на вторичном рынке. Но тут возникает логичный вопрос – открываться самому или лучше посмотреть в сторону какой-то франшизы? Вопрос о том, открыть ли бизнес самостоятельно или приобрести франшизу, в значительной степени зависит от ваших финансов и опыта в сфере предпринимательства. Для начинающего предпринимателя, у которого ограничен опыт ведения бизнеса, приобретение франшизы представляется более предпочтительным вариантом. Этот подход сопряжен с минимальными рисками, поскольку вас будут сопровождать и консультировать на всех этапах развития, что обеспечивает поддержку и помощь в освоении самых основ предпринимательства. Кроме того, старт с франшизы может быть более экономически выгодным,
поскольку требует меньших инвестиций по сравнению с запуском собственного бизнеса, ведь многие процессы уже разработаны и отлажены, а ошибки оплачены. Однако, несмотря на преимущества, есть и недостатки при выборе франшизы. Владельцу предстоит развивать бренд другого предпринимателя, а также подчиняться стандартам, определенным франчайзерам. Зависимость от действий других партнеров также может оказаться негативным фактором, особенно если их деятельность влияет на общую репутацию бренда. С течением времени, по мере накопления опыта в предпринимательстве, плюсы франшизы могут утратить свою значимость, и вы можете почувствовать, что вас где-то дурят. Важно понимать, что и франшизы бывают разными. Одни компании реально заинтересованы в том, чтобы франчайзинг успешно стартовал на рынке и платил проценты от своей прибыли, а другие просто продают фантики, зарабатывая исключительно на красивой обертке. Вы платите в кассу, и про вас успешно забывают. Поэтому мы бы рекомендовали читать отзывы в интернете. Начинающие предприниматели активно делятся своим мнением по поводу тех или иных компаний. Тут уже вам остается только сделать выбор. Но где взять деньги, если у вас их вообще нет на старте? Один из способов, как получить деньги на собственное дело – использование социального контракта, который есть практически в любой развитой стране. В России он может представить сумму до 350 тысяч рублей. Дополняем это крошечным кредитом на бизнес, и можно переходить к первым приготовлениям. Брать кредитные средства не так страшно с этим видом бизнеса. Особенно если выбранное местоположение достаточно проходимое, вы в любом случае сможете оплатить свой кредит, если разобьете его хотя бы на год. Хоть мы и описываем все так радужно, но стоит понимать, что риски есть даже в самом верном деле. Они не касаются самой кофейной ниши, а скорее связаны с внешними факторами. Вы можете зайти в плохую франшизу, точку могут повредить, а вы пожадничали на страховке, либо еще какие-то неожиданные обстоятельства, которые есть в любом бизнесе. Поэтому опытные бизнесмены рекомендуют набирать стартовую сумму самостоятельно, чтобы чувствовать эти деньги и распоряжаться ими более аккуратно. Это касается любого дела. Кредит предпочтителен в том случае, если вы уже масштабируетесь и четко понимаете, что делаете. В ином случае лучше поищите альтернативные способы, вроде социальных выплат, либо продажи каких-то других своих активов. Ведь средняя стоимость открытия одной точки от 300 до 500 тысяч рублей. А дальше мы подходим к самому важному этапу – поиску локации. Поиск хорошего места для кофейни самообслуживания требует тщательного планирования и предварительного анализа. Даже когда транспортная компания доставляет ваш кофейный аппарат в город, необходимо оперативно его забрать в течение 3 или 5 дней, чтобы избежать дополнительных расходов за простой. Это подчеркивает важность ранней подготовки, а не сначала купил, а потом нашел, куда поставить. Да и классные места обычно уже насыщены всевозможными вендинговыми автоматами. Хоть мы и будем выше классом, но физического места может просто не хватить, чтобы вписать нашу точку в холле какого-то бизнес-центра. Важно понимать, что и проходимость далеко не самая важная характеристика. Можно поставить посередине улицы, где будут сновать толпы людей, но эффективность будет практически нулевая. Нашей кофейне самообслуживания отлично подойдут крупные бизнес-центры, холлы административных зданий, спортивные центры, торговые помещения и другие места скопления людей. Ключевое слово тут – скопление, ведь далеко не все любят пить кофе на бегу. Да и наш формат подразумевает вдумчивый выбор напитка и наполнителей к нему. Ну и еще один важный фактор – защищенность бизнеса. Ведь одно дело стоять под навесом на улице, а другое под камерами с охраной объекта, где мы размещаемся. Заключение договора с арендодателем заранее позволяет зафиксировать выбранную локацию, исключая возможность, что конкуренты могут занять ее, пока вы ожидаете доставку оборудования. А такие случаи бывают часто, стоит только кому-то узнать, что рядом с чьим-то вендингом должен появиться конкурент. Возможно, придется платить аренду за пустое место в течение 2 или 3 месяцев,
Но это лучше, чем упустить достойный вариант, пока вы ждете все необходимое оборудование. Выбор кофейного зерна для торгового автомата – это важный этап, который определит качество предлагаемых напитков и уровень удовлетворенности клиентов. Вот несколько ключевых моментов, на которые следует обратить внимание. Если ваша основная цель – минимизировать расходы, вы можете выбрать самый дешевый кофе. Однако это скорее приведет к недовольству клиентов, частым обслуживанием и даже поломкам оборудования. А если вы стремитесь к качественному обслуживанию и построению постоянной клиентской базы, рассмотрите кофе среднего ценового сегмента или немного выше. Не рекомендуется сразу покупать большую партию кофе. Получите пробник и внимательно осмотрите зерна перед загрузкой в автомат. Зерна должны быть среднего размера и хорошо очищены от посторонних элементов. Темно-коричневый цвет и правильная форма будут говорить о качестве продукта. Удостоверьтесь, что кофейные зерна не поломаны, имеют правильную форму. Разберитесь с сортами, ведь стоимость у них разная. Для арабики характерно чуть удлиненное зерно, у робусты более округлое. Тонкое покрытие на поверхности зерен, напоминающее жир, свидетельствует о хорошем качестве. Опытные операторы не рекомендуют использовать камерунский кофе и купажи на его основе из-за большой изначальной маслянистости зерен. Оптимальная смесь для торговых автоматов – 60% арабики и 40% робусты. Это сочетание делает напиток мягким и крепким одновременно, обеспечивая хорошую пенку и чувство бодрости у ваших клиентов. Выбор качественного кофе – залог успешного бизнеса. Важный этап – это подключение кофейного аппарата и сборка самой точки. Конечно, вы можете сделать это и сами, при наличии минимальных навыков, но мы настоятельно советуем поискать профессионалов. Только бариста сможет качественно настроить помол, подогнать все параметры под ваше зерно и сделать качественный напиток на выходе из автомата. Добавьте сюда и тот факт, что если при сборке будут ошибки, то они обязательно вылезут у ваших первых клиентов, навсегда отпугнув их от новой точки. Поэтому экономия может получиться во вред. Где искать мастеров? Если вы работаете с франшизой, то с этим вам должна помочь сама компания, а если открываетесь самостоятельно, обратитесь на доски бесплатных объявлений. Даже в небольших городах есть специалисты, которые занимаются ремонтом кофемашин и кофейных аппаратов. Они смогут помочь вам с подключением и настройкой. Хоть в интернете и любят говорить, что кофейня самообслуживания – это пассивный способ заработка, но мы стараемся говорить правду. Выезд на точку 2-3 раза в день может представлять собой настоящий вызов, но справляться с этой задачей можно при условии правильной организации и использования технологических средств. Один из ключевых аспектов, который требует постоянного контроля – наличие всех необходимых ингредиентов. Технологии телеметрии позволяют отслеживать процессы в кофемашине с помощью мобильного телефона, что облегчает мониторинг запасов и своевременное их пополнение. Но чем точка проходимей, тем больше внимания ей будет нужно. Вам придется проводить регулярные процедуры по уходу за оборудованием, такие как промывка системы, протирка кофемашины и стойки, а также уборку места с сиропами и топпингами, ведь не все клиенты будут аккуратными с вашей точкой. Эти меры не только сохраняют эстетику, но и предотвращают потенциальные проблемы, такие как повреждение поверхностей и системы оборудования. Да и люди не очень любят подходить к точкам, если они выглядят грязно и небрежно. Чистота кофемашины оказывает влияние не только на внешний вид, но и на вкус предлагаемых напитков, что является ключевым фактором в удержании всех клиентов. Поэтому вряд ли удастся поставить точку и ходить только наличку вынимать из аппарата. Вам придется уделять какое-то время ежедневно. Оптимальный вариант – договориться с кем-то из ближайших торговых точек или общепита, следить за уборкой вашей кофемашины. Часто на это соглашаются уборщики за минимальные деньги, ведь тут работы на пару минут, а владельцу иногда приходится ездить с другого конца города. Ну и самое главное, как привлечь к себе клиентов, чтобы точка быстрее вышла на окупаемость.
Организация бесплатной дегустации напитков – отличная стратегия для привлечения первых людей. Выбор дня и времени проведения этой акции играет ключевую роль в ее успешности. Рекомендуется ориентироваться на рабочее время и обходить все офисы в здании, где расположена ваша кофейня. Оставляйте флаеры или визитки, чтобы это привлекало и других сотрудников, которые любят разглядывать столы коллег. Оптимальное время для проведения дегустации – с 12 до 14 часов, когда многие люди стремятся взять перерыв и насладиться чашечкой кофе. Не стесняйтесь ярких и броских вывесок. Старайтесь обозначать свое присутствие в здании даже на улице, чтобы люди забегали погреться и выпить бодрящего напитка. Ведь многие ставят свои автоматы в темный угол, а потом удивляются тому, что люди почему-то сами к ним не идут. Важно говорить о своей кофейне громко и активно продвигать ее в общественных медиа. Это способствует активному развитию бизнеса и привлечению новых постоянных клиентов. Придумайте систему лояльности, которую можно внедрить через приложение или коды. Это позволит не просто привлечь клиента, но и сделать его постоянным посетителем вашей точки. Ну и, конечно, главный вопрос – а сколько можно заработать на всем этом деле? Тут трудно говорить про все кофейни самообслуживания, ведь многое зависит от качества ингредиентов и их себестоимости, а также проходимости самой точки. Как показывают результаты крупных сетей, одна точка в среднем окупается за 9 или 12 месяцев. Есть кофейни, которые из первого квартала выходят на астрономические цифры, окупая 500 тысяч затрат за 5 или 6 месяцев. Многое зависит и от региона. В крупных городах стоимость чашки кофе будет значительно выше, а логистика и себестоимость, наоборот, дешевле, ведь рядом крупные оптовые склады и производители. Важно понимать, что на этом бизнесе реально можно заработать с очень скромными вложениями. Делая по 30 или 40 тысяч рублей с одной точки, вы можете смело заниматься работой над следующей, постепенно делая свою сеть. Бизнес великолепно масштабируется. Некоторые умудряются делать на этом миллионы, реально сидя дома, нанимая других людей, которые просто ездят по маршруту и обслуживают многочисленные кофейные точки. Как вы можете понять, бизнес на кофейнях с самообслуживанием действительно рабочая тема. Минимальные риски, возможность зайти с крошечным капиталом делают его доступным практически каждому. Главное – просто начать действовать. Но ни в коем случае не забывайте про анализ и планирование. Спасибо за просмотр.